Это прощание с рэпером Пашей Техником. Оно проходит сегодня в Москве, и на нем уже начались задержания. Также в выпуске визит спецпосланника Трампа в Петербург и многомиллионные зарплаты главы фонда помощи военным. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Поехали. Спецпосланник президента США Стив Уитков в пятницу 11 апреля прилетел в Санкт-Петербург. Это подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он будет сегодня, поэтому прилетел в Россию. Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию. Насчет встречи с президентом неизвестно? Если будет, мы сообщим. Также Песков подтвердил, что Путин сегодня будет работать в Петербурге. Впрочем, это все уже поняли и без Пескова, когда оказалась перекрыта главная улица города. Невский проспект закрыт от Садовой улицы до Дворцовой площади. Также в сторону Невского перекрыт Дворцовый мост. Ранее о готовящейся встрече Путина и Уиткова уже третий писало издание «Axios». В его публикации также говорилось, что Трамп разочарован пробуксовкой переговоров по Украине и высказываниями Путина на эту тему. Источники сообщили «Axios», что американский президент готов ввести новые санкции против России, если перемирие не будет достигнуто к концу месяца. Если Украина согласилась на предложение Белого дома о безоговорочном прекращении огня, то Путин выдвинул ряд условий. И все же Трамп настроен оптимистично. Накануне на заседании Кабинета министров он заявил: «Мы добиваемся прогресса. Мы надеемся, что мы довольно близки к заключению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий». Москва тем временем выторговывает послабление санкционного режима. На вчерашней встрече в Стамбуле российская делегация попросила снять санкции с Аэрофлота для восстановления авиасообщения с США. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Оно не повлечет, оно должно стать следствием вывода Аэрофлота из-под санкций. Такое предложение мы сделали еще на упомянутой встрече в Эр-Рияде больше месяца назад. Но американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели. А на вопрос о возврате Украины к границам 1991 года Лавров ответил: ни за что и никогда. Возвращение, как того по-прежнему требует Зеленский, к границам 1991 года невозможно. Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает существами, он не раз об этом говорил, еще до начала специальной военной операции. Лавров в очередной раз обвинил Зеленского в ненависти к русским и заявил, что вернуть такому человеку захваченные территории невозможно. Лавров вырвал из контекста слова украинского президента, сказанные в интервью газете «Ле Фигаро». Тогда Зеленский сказал, что один из стимулов, который поддерживает его дух во время войны, это ненависть к русским, которые убили тысячи украинских граждан. В Москве резко выросло число желающих заключить контракт на войну. Как пишет издание «Верстка», с 1 по 10 апреля договор с Минобороны заключили около 1000 человек. Это в 2 раза выше показателей за такой же период в предыдущие месяцы. Интерес к контрактной службе вырос на фоне высоких платежей и освобождения части Курской области российскими военными, а также особенно сильно после новостей о переговорах России и США об окончании войны. При этом, по данным источников «Верстки», власти Москвы намерены увеличить агитацию, чтобы привлечь больше людей на войну. С 2022 года столица отправила на фронт почти 6500 человек. РБК подсчитал, сколько нужно зарабатывать, чтобы потянуть ипотеку новостройки в Москве. Если коротко, много. Итак, при ставке 27% годовых. Чтобы получить одобрение ипотеки на квартиру в 45 квадратных метров в пределах Старой Москвы, в месяц нужно получать 430 тысяч рублей. Чтобы замахнуться на новостройку бизнес-класса площадью 60 квадратов при первоначальном взносе 30%, нужен доход в 870 тысяч рублей. Средняя зарплата москвича при этом 136 тысяч. Это в 3,2 раза меньше, чем требуется для ипотеки на московскую новостройку. С этими новостройками вообще одни проблемы. Минстрой предложил взимать плату за их капремонт уже через год эксплуатации. Раньше отсрочка таких взносов в новых домах составляла 5 лет. В пояснительной записке к законопроекту ведомство указало, цитирую: «Современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию». Конец цитаты. Капремонт – одна из самых спорных статей в российских платежках за ЖКХ. Ставки по нему постоянно увеличиваются. На что идут эти деньги, непонятно.
В Новокузнецке освободили 9 человек, которые были рабами у местного жителя. Полицейские нашли их на территории частного участка. Люди содержались в отдельном помещении. Они должны были собирать металл на свалках, за отказ их били. Денег они не получали и не могли сбежать. Задержаны 3 мужчин, самому младшему 28 лет. По данным СК, они занимались похищениями людей с 2021 года. По статье о незаконном лишении свободы им грозит до 5 лет колонии. Глава фонда помощи военным из Карелии зарабатывает 12 миллионов рублей в месяц. Это выяснил местный депутат, направив запрос в полицию о финансах фонда «Живой город». Теперь его требуют проверить на госизмену. Андрей Монастыршин получил данные за 2021 год. В своем телеграм-канале он назвал расходы фонда самой интересной частью – 103 миллиона рублей в год на зарплату, при том, что в отчетный период там официально работал только 1 человек – глава фонда Оксана Шаманская. Монастыршин подсчитал, что она получала около 12 миллионов рублей ежемесячно. Всего в тот год, по официальным данным, фонд собрал около миллиарда рублей, в том числе 826 миллионов пожертвований. На помощь ушло 702 миллиона. Глава фонда Шаманская это отрицает. Несмотря на официальные выписки, она утверждает, что в 2021 году фонд получил всего 1 миллион, и все ушло на помощь детям. Самого депутата она назвала тыловой крысой, недостойной мандата, и потребовала проверить его на госизмену и пособничество экстремизму. Ранее этот фонд не раскрывал свою отчетность, заявляя о коммерческой тайне. Местные оппозиционные активисты отмечают, что с начала войны бюджетников Карелии обязали перечислять в него часть своих зарплат. В Москве похитили и избили отца Эскирхана Хумашева, подростка, который совершил нападение на пост ДПС в Чечне. По данным чеченских оппозиционных каналов, мужчину задержали в столице, а затем отвезли в Чечню. Туда же из других регионов привезли еще несколько родственников Хумашева. Отец подростка в тяжелом состоянии, у него переломы ног, рук и ребра. Напомню, ранее Рамзан Кадыров потребовал выселить родственников Эскирхана из республики и изъять их имущество. После этого 6 человек пропали. Издание агентства отмечает, что сегодня некоторые начали выходить на связь. Журналисты смогли дозвониться до 2, но те не стали давать комментариев. 17-летний Хумашев напал на пост ДПС в Очкой-Мартане с ножом 7 апреля. 1 силовик позже скончался, подростка застрелили во время нападения. По данным издания «Кавказский узел», перед нападением у него произошел конфликт с одним из полицейских. Силовик унижал его в присутствии других людей. После этого в сети появилось видео, как бюджетников, собранных на главной площади города, заставляют смотреть на тело Хумашева, лежащее на земле. В Кремле отказались комментировать ролик, заявив, что не доверяют оппозиционным каналам. В президентском совете по правам человека назвали произошедшее средневековьем. После публикации ролика пропали родные чеченских оппозиционеров, которые и выложили это видео. В Москве проходит прощание с рэпером Пашей Техником. Туда пришли несколько сотен человек. Церемония проходит в храме Петра и Павла в Лефортово. Собравшиеся у него не поместились на территории и перекрыли движение по Солдатской улице. Заблокировано движение трамваев. Полиция сначала отгоняла людей с проезжей части, а затем стала снимать с деревьев возле храма. У территории находится ОМОН. Они уже задержали оператора дрона, который запустил его над толпой, чтобы снять происходящее. По данным издания «Коммерсант», можно говорить, что у храма собралось около 1000 человек. Вход в сам храм закрыт из-за слишком большого количества пришедших. У входа в здание началась давка, людей перестали пускать из-за ограждения, но некоторые перепрыгивают забор, чтобы попасть внутрь. Задержания продолжаются. Павел Ивлев, таким было настоящее имя рэпера, умер в Таиланде 4 апреля в возрасте 40 лет. Он был в коме, врачи отключили его от аппаратов. Похороны музыканта пройдут на Николо-Архангельском кладбище в Московской области. Хоккеисту Александру Овечкину, побившему рекорд Уэйна Грецки по голам в матчах НХЛ, вручили золотую клюшку. Церемония прошла на домашнем стадионе Вашингтон Кэпиталс. Трофей Овечкину вручил президент по хоккейным операциям команды Брайан Маклеллан. 2 миниатюрные золотые клюшки получили сыновья Овечкина Сергей и Илья. Также владелец Вашингтон Кэпиталс Тед Леонсис подарил хоккеисту и членам его семьи часы.
Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы дублируем весь контент, в том числе в аудиоформате. Берегите себя.